Привет, Арми! Снова добро пожаловать на канал Zone Cook. В токийском аэропорту произошло нечто неожиданное, и фанаты не перестают обсуждать это. В сети начали распространяться вирусные фотографии, на которых, по мнению многих, запечатлен редкий момент, когда Ким Тэ-хён и Чон Чин-гук идут рядом по терминалу. Но что действительно шокировало фанатов, так это не только их присутствие, а детали, которые люди заметили, присмотревшись внимательнее. Рядом с ними, под усиленной охраной, шел никто иной, как Бан Си-хёк, спокойно ведя за собой, пока со всех сторон сверкали камеры. Сейчас фанаты в сети спорят о том, что на самом деле означает этот момент и почему эта сцена так отличается от всего, что они видели раньше. Чем внимательнее вы смотрите, тем больше вопросов возникает, и то, что происходит дальше, может удивить вас еще больше. Атмосфера внутри терминала была необычайно напряженной, как будто все присутствующие чувствовали, что это не просто обычное прибытие. Момент быстро превратился в волну внимания, которая распространилась из одного угла зала в другой, телефоны взметнулись в воздух, а тихий шепот перерос в беспокойное жужжание. Уже само присутствие Тэ-хёна и Чин-гука, идущих вплотную друг к другу, создавало мощную энергетику, но ситуация ощущалась еще более значимой из-за фигуры, направляющей движение вперед. Спокойная, уверенная походка Бан Си-хёка добавляла серьезности, которую многие наблюдатели сразу же заметили. По мере их продвижения по полированному полу мягко разносился звук шагов, сливаясь с тихим гулом объявлений в аэропорту вдалеке. Охранники вокруг них двигались с размеренной точностью, создавая едва заметную границу между группой и растущей толпой зрителей. Фанаты, выстроившиеся вдоль сцен, изо всех сил пытались сдержать свои волнения, некоторые заметно дрожали, пытаясь запечатлеть каждую секунду происходящего. Напряжение не было громким или хаотичным, но оно несло в себе эмоциональную интенсивность, которую невозможно было игнорировать. Что делало эту сцену особенной, так это близость между Тэ-хёном и Чин-гуком. Их движения казались естественно синхронизированными, словно они двигались в одном тихом ритме. Каждое малейшее изменение позы привлекало внимание, каждый взгляд и шаг становились предметом обсуждения среди наблюдателей в режиме реального времени, а позже и в социальных сетях. Люди многократно пересматривали видео, анализируя каждую деталь, задаваясь вопросом, не несет ли этот момент более глубокий смысл, чем кажется на первый взгляд. Между тем, присутствие Бан Си-хёка говорило об организованности и целеустремленности. Его спокойное выражение лица и размеренный шаг намекали на то, что это было тщательно спланированное движение, а не спонтанное появление. Многие начали задаваться вопросом, какие обстоятельства привели к этой совместной прогулке по терминалу и почему время казалось таким тщательно подобранным. По мере того, как группа продвигалась дальше в аэропорт, толпа позади них продолжала расти. Из окрестных мест появлялись все новые люди, привлеченные шепотом, который быстро перерастал в оживленный разговор. Некоторые фанаты застыли в недоумении, их выражения лиц отражали смесь благоговения и переполняющих их эмоций. Другие изо всех сил старались удержать руки на руках, снимая происходящее, понимая, что даже несколько секунд видео могут стать незабываемым свидетельством того, что они считали редким моментом. Освещение внутри терминала мягко освещало полированные поверхности, придавая каждому кадру кинематографический и почти нереальный вид. Отражение движущихся фигур на полу добавляли драматический визуальный эффект, усиливая эмоциональную составляющую момента. Позже очевидцы описывали атмосферу как сюрреалистическую, словно время замедлилось настолько, чтобы все смогли осознать значимость увиденного. Реакции в интернете начали появляться практически мгновенно. В течение нескольких минут видеоролики и изображения распространились по фанатским сообществам, невероятно быстро попадая в ленты новостей и на форумы. Реакция была вызвана не просто видом знакомых лиц, а тем, как разворачивался момент, спокойно, но напряженно, структурированно, но эмоционально. Многие зрители описывали внезапный прилив эмоций во время просмотра, как будто они были свидетелями сцены, несущей в себе скрытый смысл. По мере появления новых ракурсов момента, предположения продолжали расти. На некоторых кадрах группа была показана со спины, что подчеркивало постепенное формирование охраны вокруг них. Другие видеоролики были сосредоточены на видах сбоку, запечатлевая тонкие жесты и движения, которые фанаты анализировали кадр за кадром.
Повторный просмотр и обмен видео только усиливали ощущение того, что этот момент заслуживает обсуждения далеко за пределами первоначального наблюдения. По мере продвижения вглубь терминала внимание толпы следовало за ними, как изменчивый поток. Чувство предвкушения не угасало, наоборот, оно усиливалось с каждым шагом. Люди, казалось, не хотели отводить взгляд, боясь пропустить даже малейшие изменения. Тихая решимость в их темп, сдержанное поведение Бан Си-хёка и близость между Тэхёном и Чингуком создали визуальную историю, наполненную эмоциями. Ощущение таинственности усиливалось отсутствием каких-либо четких объяснений. Никаких немедленных заявлений, проясняющих цель движения, не появлялось, оставляя фанатам возможность интерпретировать визуальные образы, основываясь исключительно на увиденном. Эта неопределенность только подпитывала любопытство, побуждая к повторному просмотру и бесконечным обсуждениям. Со временем этот момент превратился из простого наблюдения в аэропорту в вирусную тему, которая доминировала в обсуждениях фанатов на различных платформах. Скриншоты широко распространялись, подписи были полны волнения и предположений. Сочетание узнаваемых фигур, структурированного движения и видимых эмоций создало повествование, которое быстро распространяется и оставляет неизгладимое впечатление. Даже спустя несколько часов изображения продолжали появляться в новых лентах, достигая аудитории, которая не видела первоначальных кадров. Многие описывали неожиданную эмоциональную реакцию, как будто этот момент нес в себе некое молчаливое послание, ожидающее понимания. Чем дольше люди смотрели, тем больше вопросов возникало. Почему этот момент казался таким значимым по сравнению с другими? Какие тонкие детали были скрыты в размеренном ритме их движений? И, возможно, самое главное, что могло произойти дальше после такого широко обсуждаемого появления. Загадка оставалась неразгаданной, и эта неопределенность стала самой сильной силой, удерживавшей внимание зрителей. Эффект волны от этого момента не ослабел даже после того, как группа скрылась в глубине терминала. Напротив, он, казалось, усиливался с каждой минутой. Новые фотографии продолжали появляться с разных ракурсов, каждая из которых раскрывала детали, которые фанаты не заметили с первого взгляда. Движение Тэхёна и Чингука, идущих так близко друг к другу, стало центром бесчисленных обсуждений, а спокойное присутствие Бан Си-хёка добавило всей сцене несомненной важности. По мере распространения изображений в сети фанаты начали замедлять видео покадрово, пытаясь понять каждое тонкое движение. Неизменное шествие охраны вокруг них говорило о тщательном планировании, но эмоциональная реакция толпы намекала на нечто гораздо более личное. Наблюдатели заметили, как все выглядело спокойно на первый взгляд, но под этим спокойствием скрывалось тяжелое предвкушение. Чем больше людей смотрело, тем больше они замечали, насколько синхронными казались шаги Тэхёна и Чингука. Их близость не казалась поспешной или случайной, она излучала тихую уверенность, которая делала момент целенаправленным. Многие фанаты описывали сцену как необычайно эмоциональную, не из-за громких реакций, а из-за спокойной уверенности в их движениях. Казалось, что они наблюдают за моментом, который не нуждается в словах, чтобы быть понятым. По мере распространения видеозаписи внимание постепенно смещалось с толпы на тонкую связь между самими Ким Тэхёном и Чон Чингуком. В том, как они поддерживали свой темп, размеренный, неторопливый и идеально выровненный, было что-то, что постоянно привлекало внимание. Это не было драматично или преувеличено, но казалось глубоко целенаправленным, как будто каждый шаг несет в себе тихое взаимопонимание. Тем временем Бан Си-хёк оставался немного впереди, спокойно и уверенно направляя движение. Его присутствие продолжало удерживать сцену, придавая ей направление и контроль. Контраст между его спокойным лидерством и эмоциональной напряженностью, ощущаемой фанатами, только добавлял моменту глубины. Некоторые зрители начали указывать на мельчайшие детали: угол взгляда, расстояние между шагами, то, как их движения, казалось, никогда не выходили из синхронизации. Эти наблюдения быстро переросли в дискуссии, и фанаты делились своими интерпретациями и теориями на разных платформах. То, что могло показаться простой прогулкой по аэропорту, стало восприниматься как нечто гораздо более значимое. Не было четкого заявления, никакого объяснения, подтверждающего или опровергающего то, что, по мнению людей, они видели.
И все же эта тишина только усиливала момент. Она позволяла каждому зрителю почувствовать что-то личное, интерпретировать сцену по-своему, без каких-либо ограничений. В конце концов, незабываемым этот момент сделало не только то, кто там был, но и то, как все развернулось. Спокойствие, близость, тихая напряженность – все это объединилось в нечто редкое, почти кинематографическое. И по мере того, как обсуждение в интернете набирало обороты, становилось ясно одно. Это было не просто очередное появление в аэропорту. Это был момент, который запомнился людям, потому что иногда самые сильные истории остаются нераскрытыми. И даже с течением времени влияние этого момента не ослабевало. Появлялись новые интерпретации, каждая из которых добавляла еще один слой к тому, что, по мнению фанатов, они видели. Некоторые начали пересматривать старые видеоролики и появление Ким Тэ-хи. Анг и Чон Чин-гук сравнивали жесты, выражения лиц и взаимодействия, пытаясь найти закономерности, которые могли бы связать прошлое с тем, что только что произошло в аэропорту. В то же время присутствие Бан Си-хёка продолжало подпитывать предположения. Его участие придавало моменту структурированность, почти целенаправленность, как будто это было не просто совпадение, а часть чего-то большего, происходящего за кулисами. Фанаты задавались вопросом, не намекает ли это появление на будущие мероприятия, проект или даже на динамику воссоединения, которая еще не раскрыта. Больше всего бросалось в глаза то, как долго сохранялся эмоциональный тон момента. Он не был громким или подавляющим, но оставался, тихо прокручиваясь в умах тех, кто наблюдал за ним. Спокойствие, контроль, тонкая связь между движениями – все это создавало своего рода напряжение, которое не нуждалось в разрешении, чтобы ощущаться завершенным. В сети обсуждения не показывало признаков замедления. Монтаж, замедленные кадры и подробные разборы продолжали появляться, каждый из них пытался запечатлеть то, что делало этот момент таким особенным. Некоторые фанаты сосредоточились на визуальной гармонии, другие – на эмоциональной глубине, но все, казалось, сошлись в одном. В этой сцене было что-то такое, что нельзя было игнорировать. И, возможно, именно это делает подобные моменты такими сильными. Не потому, что они дают однозначные ответы, а потому, что они оставляют место для чувств, для интерпретации и для роста любопытства. По мере того, как видео продолжает распространяться и достигать новой аудитории, один вопрос тихо остается на заднем плане, без ответа, но его невозможно забыть. Был ли это просто мимолетный момент, запечатленный случайно? Или начало того, чего фанаты ждали все это время?